Привет, друзья! С вами я, Анжелина Проскурина, и сегодня хотелось бы поговорить о том, какие позиции занимает наша держава в ходе холодной войны с Западом. Кто-то считает, что мы бесспорно проигрываем. Но вот глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова имеет другое мнение на этот счет, коим поделилась с нами на днях. Цитирую. «Если бы мы ее проигрывали, тогда многое было бы по-другому», — отметила она. «Тогда бы не переписывали сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, Германии, Великобритании, ужесточающие требования к СМИ и к журналистике в целом. Тогда в срочном порядке не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией. Не было бы претензий к нашим журналистам, если бы мы проигрывали». Как я думаю, большинство из вас, зрителей, заметили, за последние годы тревога Запада по поводу российского влияния достигла апогея, а эксплуатация этой темы во внутриполитической повестке и вовсе приобрела столь непристойный характер, что в России восприятие происходящего в основном перешло в сферу демонстрации своего остроумия и полета фантазии. Все прямо-таки ждут свежей повестки со стороны Запада, над которой можно будет с удовольствием поглумиться в соцсетях. Если посмотреть на это с одной стороны, то да, воспринимать это серьезно, грубо говоря, невозможно. Помните все эти новости с вмешательством русских в выборы на пост президента США, фейки на фейсбуках и так далее? Но взглянув на происходящее с другой стороны, весь этот бред является отвлекающим маневром от главной сути происходящего. Дело в том, что у Запада действительно есть основания опасаться российского влияния. Если сказать точнее, то эффективность влияния России на Запад много больше, чем Запада на Россию, как того хотят первые. Вот, например, на днях бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью, что Крым рано или поздно придется признать российским. Также отметил, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия – ее ближайший сосед, и без нее на континенте не будет долгосрочного мира. Для нас из его уст это звучит очень даже логично и благоразумно, ведь он противится общим тенденциям отношения Запада к России. Прямо-таки ассоциируется с котом Леопольдом. Не хватает только добавить его известное «ребята, давайте жить дружно» для завершенности образа. Но это просто очевидно, что для многих в Европе и тем более за океаном его заявления дадут повод в очередной раз обвинить бывшего канцлера в работе на Кремль. В очередной раз, потому что это уже стало общим местом. К тому же есть повод куда более весомый, чем просто его высказывание. Герхард Шрёдер ныне занимает посты председателя Совета директоров Роснефти и главы Комитета акционеров Северного потока. Рассматривая ситуацию в данном контексте, уже становится более понятно, почему истерики Запада по поводу влияния России не безосновательны. Но что же еще вытворяет Москва и ее так называемые агенты Кремля? На самом деле ничего противозаконного. Мы просто пытаемся грамотно выстроить хорошие дипломатические отношения во всех сферах. И да, в том, что мы приглашаем зарубежных гостей занять посты в ведущих российских компаниях, тоже нет ничего сверхъестественного. Да, такие личности, как Берлускони, президент Чехии Милош Земан, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини занимают скорее не пророссийскую, а прагматичную позицию по поводу нашей страны. Но все же их меньшинство. Именно поэтому истерический параноидальный психоз Запада набирает обороты. Скорее всего, как уже говорилось ранее, это реакция на работу России, которая оказалась эффективнее собственной, что и стало откровенной неожиданностью и шоком для всех европейцев. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что продвижение своих различных идей в других странах, включая Россию, для Запада стало сейчас проблематичным. Следовательно, мы остались в выигрыше, не прилагая к этому особых усилий. Несмотря на консервативный устрой общества, нам не диктовали и не диктуют, на ком надо жениться, сколько детей иметь, каких установок придерживаться и так далее. Это наше личное дело. К тому же Россия предлагает строить отношения на строго прагматичных и взаимовыгодных основаниях. Европа, конечно, вправе выбирать, пользоваться ей российским трубопроводным газом или американским СПГ, но с точки зрения Москвы главным аргументом при выборе все-таки является цена. И как следствие социально-экономические интересы соответствующих стран, а не установка в пользу американского газа, поскольку он свободный и демократический, а не наш такой кроваворежимный и авторитарный. Из этого вытекает вывод: у России даже в нынешних крайне непростых для нее международных обстоятельствах нет особых трудностей с тем, чтобы найти себе единомышленников на Западе, причем даже в самых влиятельных кругах тамошнего общества.
Теперь мне интересно узнать ваше мнение на этот счет, друзья. Что думаете вы по поводу начинающихся нервных припадков Запада при одном только упоминании России? И как все же будут развиваться наши отношения в ближайшем будущем? А на сегодня это все. С вами была я, Анжелина Проскурина. Пока!